4,5 года тюрьмы для Дани Алвеса. Тухель хочет возглавить МЮ. Цена Осимхена. Мбаппе о желаемой презентации в мадридском Реале. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы попросить вас подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий. Это очень поможет в продвижении ролика. Также у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь все актуальные новости из мира футбола и трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Флориан Виртз интересен топ-клубам, но не хочет уходить из Байера до 2025 года. По данным Sport-Bild, 20-летний полузащитник хочет набраться опыта в Лиге Чемпионов в следующем сезоне, чтобы перейти в другой клуб в качестве сформировавшегося игрока. Сообщается, что интерес к футболисту проявляют Реал, Манчестер Сити и Ливерпуль. При этом Бавария не будет участвовать в борьбе за его подписание. Отмечается, что переход в мадридский клуб был бы предпочтителен для Adidas, сотрудничающего с немецким полузащитником. Компания также сыграла свою роль в переходе Джуда Беллингема этим летом. Реал планирует усиление линии полузащиты в 2025 году, что соответствует планам Виртца относительно своей карьеры. А Манчестер Сити видит во Флориане преемника для Кевина Де Брюйне, чей контракт также истекает в 2025 году. Ожидается, что трансферная стоимость игрока составит не менее 130 миллионов евро. Нападающий Наполи Виктор Осимхен готов к летнему переходу в один из европейских топ-клубов. Об этом сообщает журналист Николас Кира у себя в соцсетях. По его информации, над подписанием нигерийского форварда уже работают представители Челси и ПСЖ. Оба клуба смогут приобрести футболиста за 130 миллионов евро. Именно такая сумма указана в качестве отступных в контракте игрока. Действующий контракт Виктора с Наполи действует до конца июня 2026 года. Ранее стало известно, что руководство неаполитанского клуба не будет удерживать Осимхена в клубе предстоящим летом. Томас Тухель был бы не против возглавить Манчестер Юнайтед. По информации Кикер, тренер планирует сделать перерыв в карьере по завершении этого сезона, но план может измениться в случае ухода Эрика Тен Хага из Манчестер Юнайтед. Манкунианцы очень нравятся Тухелю. Тренеру нравятся финансовые возможности, традиции, бренд, стадион и широкие полномочия, которые может дать ему клуб. Также немцу симпатична фигура нового совладельца Юнайтед Джима Рэдклиффа. Вариант с приходом в Барсу сейчас маловероятен, в том числе из-за того, что Тухель плохо владеет испанским. Также невозможен приход в один из лондонских клубов из-за предыдущей работы в Челси. Пишите в комментариях, где, по вашему мнению, продолжит карьеру Томас Тухель. Дани Алвес приговорен к 4,5 годам тюремного заключения. Такое наказание бывший игрок Барселоны получил за изнасилование девушки в ночном клубе Барселоны, сообщает Марка. Также Дани приговорен к 5 годам заключения условно. Он должен выплатить потерпевшей 150 тысяч евро. С января 2023 года Алвес находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе Сатон в Барселоне в декабре 22-го. 14 ноября стало известно, что суд завершил расследование. Прокуратура требовала для футболиста 9 лет лишения свободы. Максимальное наказание за изнасилование – 12 лет тюремного заключения. Судебное разбирательство по этому делу проходило с 5 по 7 февраля. Также сообщается, что защита Дани Алвеса обжалует решение суда. Мы собираемся оценить приговор, но могу вам сказать, что мы собираемся подать апелляцию. Мы продолжаем верить в невиновность Алвеса. Мы будем защищать его до конца, сказала адвокат бразильца Инес Гвардиола. А по информации Марка, наказание Дани Алвеса может быть смягчено в мае 25-го. Согласно законодательству Испании, по прошествии 2 лет и 4 месяцев тюремного срока, заключенный имеет право запросить третью пенитенциарную степень, предполагающую ряд послаблений. На данный момент Алвес находится под стражей 1 год и 1 месяц. Это значит, что начиная с мая 25-го Дани сможет претендовать на определенные льготы при условии надлежащего поведения и развития культурной и профессиональной деятельности в период заключения, а также выплаты компенсации жертве. К таким льготам относится, например, возможность покидать тюрьму в течение дня и ездить домой на выходные. В случае, если Алвесу не удастся добиться этого, он может быть условно-досрочно освобожден в январе 2026 года, после того, как отбудет 2/3 срока наказания.
Ливерпуль предпринял шаги по привлечению Хаби Алонсо. Мерсисайдцы связались с представителями тренера Байера, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг. Ранее с 42-летним специалистом связалась Бавария. Сейчас мюнхенцы и Ливерпуль – главные претенденты на Алонсо. В Баварии осознают, что заполучить Хаби будет очень сложно, но он остается приоритетным кандидатом на замену Томасу Тухелю. А как вы думаете, с каким клубом Хаби Алонсо свяжет свое будущее? Форвард ПСЖ Кильян Мбаппе, который покинет французский клуб по окончании сезона, уже начал обдумывать детали своей презентации на Сантьяго-Бернабеу после возможного перехода в Реал. Об этом сообщает Эль Чирингито. По их информации, в первую очередь, 25-летний футболист желает, чтобы его представили перед болельщиками мадридской команды строго до начала чемпионата Европы. Француза не смущает тот факт, что его контракт с ПСЖ действителен до 30 июня этого года. Во-вторых, Кильян хочет организовать презентацию в стиле той, которая была у португальского нападающего Криштиану Роналду после перехода в Реал в 2009. В комментариях можете поделиться своим мнением, перейдет ли наконец Кильян в Мадрид или нас ждет новый сюжетный поворот. Луис де ла Фуэнте продолжит тренировать сборную Испании до 2026 года. Комиссия Королевской Испанской футбольной федерации разрешила федерации использовать пункт о продлении контракта 62-летнего специалиста до чемпионата мира 2026 года включительно. При де ла Фуэнте Испания выиграла 8 матчей из 10, победив в Лиге наций 2023 года и выйдя в финальный турнир Евро 2024. Баварию заинтересовал тренер команды из топ-4 АПЛ. Кикер передает, что мюнхенцы следят за работой Унаи Эмери в Астон Вилле. Бирмингемцы на данный момент занимают 4-е место в чемпионате Англии. Испанский специалист возглавляет их с октября 2022 года. А на случай досрочного увольнения Тухеля у Баварии есть вариант в лице Сульшера. По информации Sky Sport, бывший тренер Манчестер Юнайтед Оле Гуннар готов возглавить мюнхенцев до конца сезона. Немецкий полузащитник Реала Тони Кросс заявил о возвращении в сборную в преддверии домашнего Евро. Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля этого года. Игрок покинул национальную команду сразу после чемпионата Европы 2020 года. «Я снова буду играть за Германию с марта. Почему? Потому что меня попросил об этом тренер. Я готов к этому и уверен, что с командой на чемпионате Европы нас ждет гораздо больше, нежели то, на что рассчитывают болельщики», написал Кросс у себя в соцсетях. Тони выступал за сборную на протяжении 11 лет, с 10 по 21. За этот период он принял участие в 106 матчах, в которых забил 17 голов. Игрок становился чемпионом мира в 2014 году. Голкипер Джо Харт завершит профессиональную карьеру в конце этого сезона. В настоящее время вратарь выступает за Селтик, который в прошлом сезоне завоевал требл в Шотландии. Недавно Харт сообщил клубу, что его третий сезон в Глазго станет последним. За все, чего он добился в футболе, Джо заслуживает похвалы и поздравлений. Безусловно, он был блестящим активом как для Селтика, так и для футбола в целом. На самых высоких уровнях как внутри страны, так и на международной арене. Но прежде всего он невероятный человек, с которым просто великолепно работать, который на протяжении всей карьеры был для многих отличным товарищем по команде. Это игрок, который не показывает ничего, кроме своего абсолютного максимума. Его трудовая этика день ото дня является примером для всех в футболе. Я также уверен, что он продолжит работать в этом сезоне с той же интенсивностью, приверженностью делу и стремлением, которыми он всегда был известен, приводит слова главного тренера Селтика Брэндона Роджерса официальный сайт клуба. Джо Харт провел 690 матчей на клубном уровне. Он также выступал за Манчестер Сити, Тоттенхэм, Вест Хэм, Бёрнли, Бирмингем, Торино, Транмер и Шрусбери. Голкипер входил в состав сборной Англии на 4 крупных турнирах с 2010 по 2016 годы. Близкие к Холланду люди высмеивали новости о возможном переходе норвежца в Реал Мадрид, поскольку главной трансферной целью сливочных является Мбаппе. Однако всем давно известно о желании скандинава когда-нибудь сыграть за Реал.
Об этом сообщает The Athletic. В связи с предстоящим переходом французов в стан мадридцев, Ман-Сити может предложить Холланду новый контракт с повышенной зарплатой и отменой отступных. Но в новое соглашение сторон наверняка войдет пункт, по которому Холланд сможет покинуть горожан, если он сам этого захочет. Впрочем, в руководстве Мадрида есть люди, которые скептически относятся к трансферу 23-летнего игрока, потому что это может подтолкнуть Винисиуса и Беллингема выставить требования о повышении зарплаты. Но в любом случае, если Перес захочет подписать Холланда, это скорее всего произойдет. Защитник Манчестер Юнайтед Люк Шоу, несмотря на серьезное повреждение, планирует принять участие в чемпионате Европы 2024. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо у себя в Твиттере. По его информации, медицинский персонал Красных Дьяволов и сборной Англии изо дня в день будет делать все возможное, чтобы футболист восстановился от травмы к последним турам АПЛ нынешнего сезона. 28-летний игрок обороны в течение этого сезона трижды получал рецидив мышечного повреждения. Последний раз англичанин пропустил из-за травмы месяц с 24 декабря по 23 января.